Доброе утро, Стоп-Гейм! В эфире Инфакт. Компания Microsoft провела презентацию игр своих партнеров в прямом эфире. Готовьте календарик, блокнот и ручку. Bloober Team, руками которой был создан изумительный ремейк Silent Hill 2, представила свой следующий игровой проект — Survival Horror под названием Chronos The New Dawn. Выход его планируется в 2025 на ПК, PS5 и Xbox Series. Показали трейлер морских сражений спин-оффа Like a Dragon с подзаголовком Pirate Yakuza in Hawaii. Поднять черный флаг и сказать «Яр» можно будет 28 февраля при наличии ПК, PlayStation или Xbox. Любителям пострелять на тесной арене в кромешной темноте стоит обратить внимание на PvP-боевик Blind Fire. Он уже релизнулся в раннем доступе Steam, EGS и на Xbox Series. На пятую плойку шутер прибудет попозже. Геймплейный трейлер, посвященный отстрелу персонажей черно-белых мультфильмов в духе Микки Мауса, представили авторы игры Mouse P.I. for Hire. Вооруженная мышь-детектив заглянет в следующем году в магазинчик Valve и на консоли Microsoft. А вот это уже прям долгожданный анонсик. Студия Unknown Worlds Entertainment представила первый ролик по Subnautica 2. Создатели говорят, что в первую часть играть не обязательно, чтобы понимать происходящее в сиквеле. Его события развернутся на другой планете. Но вот геймплей останется прежним, в основе своей. Нововведений ожидается масса. Например, кооперативный режим на 4 персоны. Проект сперва выйдет в раннем доступе Steam и Xbox Series в 2025. Также игра попадет в Game Pass. В качестве свежих продуктов майки презентовали сетевую экшен-RPG Mistfall Hunter и The Legend of Babu — сказочное приключение про мальчика и его пса. Обе игры выйдут в 2025 на ПК и Xbox. Кроме того, геймплеем поделились разработчики Wuchang Fallen Fetus. Вы помните, та самая игра, составляющая китайское трио вместе с Wulong и Wukong. И это будет Souls-like в сеттинге древнего Китая. Ждем также в 2025. И, наконец, Remedy. Во-первых, финны выкатили новый трейлер дополнения The Lake House для Alan Wake 2. А во-вторых, студия представила кооперативный шутер по вселенной Control FBC Firebreak. Отряд из 3 громил ворвется в старейший дом в следующем году, чтобы столкнуться со знакомой нам по истории Джесси Фейден паранормальщиной. Оказалось, что это и есть проект Кондор, фигурировавший ранее в финансовых отчетах компании. Действие боевика происходит после событий Control. Однако, чтобы понимать, что за ужас здесь творится, необходимо знакомство с оригиналом. Но в Firebreak будет легко втянуться. Прогресс и снаряжение персонажа предметами будет, но прям заморачиваться с подбором экипировки или построением билда не придется. Игра создается, чтобы мы просто могли зайти и весело провести время с друзьями. Не знаю, как вам, но что-то как-то такой подход не очень состыкуется с атмосферой оригинальный Control. Но фанаты сюжетной сингл-годноты от Remedy не переживайте. Эти проекты по-прежнему будут разрабатываться. FBC Firebreak же ждем в следующем году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. А еще в Game Pass. Но не Microsoft'ами анонсы едины. Студия 31st Union анонсировала Project Ethos — героический фри-то-плей шутер от третьего лица с элементами рогаликов. Игра отличается от привычных командных боевиков уникальной механикой мутаций, позволяющей менять способности персонажей в каждом отдельном матче. Мы сможем переквалифицировать снайпера в бойца ближнего боя, героя поддержки в танка и так далее, а вкупе с мутациями создавать разнообразные билды и кардинально менять баланс сил на поле боя. А сражаться нам предстоит за так называемые ядра, которые и разблокируют новые умения. Project Ethos выйдет когда-нибудь на ПК, PS5 и Xbox Series, без русской локализации. Сегодня состоится или уже состоялся релиз Unknown 9 Awakening. Журналистам до последнего не давали публиковать свои обзоры, которые стали доступны общественности лишь накануне выхода. Средние оценки игры составляют 64 и 69 баллов из 100, и только 19% критиков рискнули рекомендовать проект к ознакомлению. В чем же причина?
Предсказуемый левел-дизайн, мало врагов, неудобная камера, вторичность идей, тупой искусственный интеллект, боевая система кажется нормальной в начале, но очень быстро надоедает из-за однообразных схваток. В целом игровой процесс называют приветом из эпохи PlayStation 3. Ну и конечно никак не обошлось без проблем с производительностью, правда о них докладывают лишь некоторые из игравших. Положительные моменты есть, это и глубокий лор, который многие посчитали перегруженным, и интересный сюжет, хотя повествование ровным не назовешь, и любопытные механики, но, видимо, раскрыть их потенциал полностью разработчикам не удалось. Если же вас игра заинтересовала, Unknown Nine Awakening доступна на ПК, PlayStation и Xbox. На этой неделе победную косарямбу в конкурсе пользовательских блогов на сайте stopgame.ru забирает Сандромега, выкативший ретро-обзор Haunted Castle с детальным сравнением оригинала и вышедшего этим летом ремейка. Bohemia Interactive в честь 25-летия студии провела концерт симфонического оркестра. И сидит народ, слушает музыку, а тут бам! Дата выхода Arma 4. Но вы пока там не радуйтесь, ждать 3 года минимум. Новая Arma появится только в 2027. А ведь нончи-релизы очень любят переносить. Но посмотрим. А еще посмотрим, как в новой части серии будут реализованы технологии, обкатанные Bohemia в Arma Reforger. Hades 2 получила масштабный пак с обновочками. Патч The Olympic Update открывает доступ в новую область с новыми врагами. Сюжет игры расширился, а новых диалогов появилось аж на 2500 реплик. Завезли пару новых союзников и пару новых питомцев — ворона и гончую. Как и в первый Hades, переход из одной зоны в другую теперь сопровождается раскрытием игровой карты. Ну а дальше по мелочи. Корректировки баланса, всевозможные правки, травля багов, больше заклинаний, больше даров, больше музыки, улучшение интерфейса и все в таком духе. В раннем доступе Hades 2 проторчит как минимум до конца текущего года. Древнегреческий сеттинг уже успел стать привычным для многих игр, от стратегий до ролевых приключений. Но мы предлагаем свежий взгляд — тактический рогалик Run Heroes Run, где команда легендарных греческих героев под чутким руководством игрока сразится с мифическими существами всех мастей, от ламий и сатиров до удивительных конструктов Гефеста. Эта игра — первый проект группы друзей, объединившихся в независимой студии Gamage, чтобы просто делать хорошие игры. В Run Heroes Run игрокам предстоит исследовать варианты прокачки своей команды, комбинируя активные и пассивные навыки героев, артефакты и расходники, чтобы затем в боях в реальном времени проверить получившийся результат, создавая уникальные стратегии для победы в каждом забеге. Пусть вас не обманывают казуальная графика игры с элементами сандлпанка и сатирические диалоги местами с грубым античным юмором и отсылками к масс-культуре, как в Шреке или Рик и Морти. Игра мидкорная, и однокнопочного геймплея точно не ждите. Как не ждите и внутриигровых макротранзакций, лутбоксов, боевых пропусков. Все разработчики сами геймеры со стажем и презирают подобную монетизацию. Игра отлично смотрится на Steam Deck и имеет широкую поддержку геймпадов, так что диванный гейминг включен. Демо-версию уже можно попробовать в Steam в рамках фестиваля демо-версий. Успейте оценить и добавить игру в список желаемого, чтобы не пропустить релиз. А если захотите поддержать разработку, то у ребят уже стартовала кампания на Kickstarter. И на этом у меня все. Больше новостей ждет вас на сайте stopgame.ru. А кроме них, текстовый обзор приключения Европа от нашей Джуби. Ознакомливайтесь, успешно завершайте рабочую неделю и хороших выходных.